Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова, я психолог, кандидат биологических наук, и вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. И сегодня я буду говорить о том, как у людей с расстройствами пищевого поведения проявляется синдром самозванца. А у людей с расстройствами пищевого поведения, как правило, можно обнаружить такое состояние или такой комплекс чувств, которые обычно называются синдромом самозванца. Хотя у людей с расстройством пищевого поведения есть особенности, прям такие очень специфические, и я вам о них расскажу. Но, как всегда, прежде чем я начну, я вас прошу подписываться на мой канал, ставить лайки, комментировать и репостить. Возможно, именно ваш лайк поможет какому-то человеку с расстройством пищевого поведения найти эти видео, и они окажутся ему полезными. Вот, синдром самозванца. Что такое синдром самозванца, знают все или почти все, я тем не менее скажу. Известная такая вещь в психологии есть, как эффект Даннинга-Крюгера. Эффект Даннинга-Крюгера гласит, что люди, которые обычно не квалифицированы, ничего особенного из себя не представляют в этой какой-то сфере конкретной, имеют тенденцию оценивать себя довольно высоко, выше как бы среднего по популяции. То есть, например, если вы ничего не понимаете, допустим, в теории эволюции, существует вероятность, что вам кажется, что вы-то уж точно в ней понимаете и, скорее всего, понимаете в ней больше, чем биологи-эволюционисты. Это это эффект Даннинга-Крюгера, достаточно хорошо изученный и описанный. Такой вариант когнитивного искажения. Так вот, то есть есть люди или ситуации, когда человек неквалифицированный в каком-то вопросе оценивает уровень своих знаний и уровень собственной квалификации выше среднего и, естественно, выше своего реального уровня. Но существует обратная ситуация, когда квалифицированные люди, когда люди, у которых есть все права на то, чтобы оценивать себя и свои знания высоко, оценивают их как нечто ниже среднего, такое далекое от идеала, вообще, о чем тут говорить в конце концов, какие это знания, прочитал пару книжек, не считается. Вот это обычно называется синдромом самозванца, потому что такие люди, когда это синдром самозванца, вы как бы не просто считаете, что вы, ни в чем не разбираетесь и ничего из себя не представляете, но вы видите, что другие люди вроде бы как так не считают. Они вроде бы вам говорят, что вы что вы специалист, что вы молодец, что вы и здесь молодец, и там молодец. Спрашивают у вас советы и прислушиваются к вашему мнению. А вы думаете, ой, кошмар, это же как же я всех надула-то. Это же я вот стою тут, что-то изображаю из себя, как будто я в этом разбираюсь, что-то такое рассказываю с умным видом. Но на самом деле я-то знаю, что все мои достижения на самом деле никакие не достижения, что это все ничего не стоит, что знаний моих кот наплакал, что сделала я мало и вообще, и в конце концов, конечно же, люди это поймут. Они просто это еще не поняли, они, наверное, думают, что со мной все в порядке, но рано или поздно они это поймут, и вот тут-то, конечно, меня разоблачат. Вот это классический синдром самозванца. То есть я как бы самозванец. Я вообще не тот человек, за которого я себя выдаю. Синдром самозванца был описан в профессиональной сфере, причем в основном среди женщин. Точнее, он был описан сначала среди женщин, а потом уже оказалось, что и у мужчин он тоже есть. Это была вводная часть про синдром самозванца вообще. А сейчас скажу про расстройство пищевого поведения. У людей с расстройствами пищевого поведения, как правило, вот это ощущение, что я выдаю себя за кого-то, кем я на самом деле не являюсь, как правило, есть. Оно либо четко осознается, либо оно все время фоново присутствует. Причем
Синдром самозванца может проявляться по-разному. Например, известный такой вариант проявления синдрома самозванца — это когда я ни на что не способен, я, конечно же, провалюсь, за что бы я ни взялся, у меня не получится, это будет очень стыдно, потому что все это увидят и все это поймут. Это компульсивное переедание. Анорексия — это когда я очень-очень боюсь и очень-очень переживаю, что я на самом деле не могу соответствовать тем стандартам, которые я сама себе задаю, или какие, как мне кажется, мне задает общество или родители, или школа. Что вот я должна быть вот такой. А я понимаю, что мне до этого далеко, и мне так страшно и больно от этого, что я чувствую, что я вообще полное ничтожество и ни на что не способна. Это анорексия, как я сказала. А булимия — это когда у меня есть четкое представление, что я должна быть супер-женщиной, или я должен быть суперменом, и у меня все должно получаться. И вот только так и никак больше. И если вдруг у меня не получается, то я чувствую себя отвратительно, и я понимаю, что я обманула всех. И в первую очередь я обманула себя. То есть вот 3 варианта. Я ни на что не гожусь. В принципе, я это очень хорошо понимаю. Компульсивное переедание. Есть некие стандарты высоченные, до которых я никогда не смогу дотянуться. Анорексия. И я должна дотянуться, я могу дотянуться, если я как следует постараюсь, не буду спать, лениться, отдыхать, чувствовать. Это булимия. Ну и поскольку как бы все эти 3 состояния не имеют никакого отношения к реальному положению вещей, у вас практически нет шансов с этим что-то сделать. То есть если вы убеждены, что бы вы ни делали, получится плохо или не получится, или это все равно недостаточно хорошо, вы, конечно, будете избегать. Вы будете избегать сложных задач, вы будете бояться, вы будете нервничать, вы будете саботировать, вы будете блокировать свое движение. И каждый раз убеждаться, что да, вот действительно ничего не получилось, опять ничего не получилось. Если у вас анорексия, то вот эти вот стандарты, которые якобы существуют, что надо быть вот настолько худой, и вот настолько идеальной, и вот настолько правильной, они недостижимы по определению. И поэтому, конечно, глядя на эти стандарты, вы будете понимать, что вы никогда не сможете их достичь. А что касается булимии, там вот эти стандарты, они также нереальны, как при анорексии, но булимик при этом все время пытается им соответствовать, пытается, бьется, и все время очень болезненно разочаровывается. И общее для всех 3 РПП, как вы можете понять, что у вас действительно синдром самозванца? Ну, опять же, как я сказала, не классический такой в профессиональном смысле, а вот такой РППшный, что вы такой РППшный самозванец. Это вот это четкое ощущение, что я как бы играю роль. Я как бы притворяюсь, например, вот я психолог, я как бы притворяюсь психологом, я как бы изображаю себя психолога, я веду себя как психолог, я разговариваю как психолог, но я-то понимаю, что есть настоящие психологи, а есть я. И я как бы веду себя как программист, я что-то там сижу, программирую, у меня даже работа такая, мне даже деньги платят. Но я-то понимаю, что есть настоящие ребята, которые реально этим живут, которые реально могут, которые много знают, которые и здесь, и там. А я вот как бы, я так что-то вот, как-то вот непонятно, как вообще сюда попала, непонятно, за что мне платят деньги, и рано или поздно, они же заметят. Но они же заметят, что я вообще не дотягиваю. Правда, мне зарплату повысили на прошлой неделе, но что-то тоже странно. Это не знаю. Это как-то нечаянно произошло. Вот. То есть вот это чувство, что я как бы не настоящий, не настоящая,
вот это такой фактор, показывающий, что у вас вот здесь проблемы. У анорексиков, поскольку они часто, не всегда, но часто намного моложе, чем все остальные, и они приходят в терапию там, в 12, в 14, в 16 лет, точнее, не они приходят, а их родители приводят. У них еще нет какого-то профессионального багажа, и их вот это ощущение, что я не настоящая, обычно фокусируется «я не настоящий анорексик». Вот есть настоящие девочки, анорексики, вот они очень худые, они вообще не едят, они очень долго не едят, они как бы настоящие анорексики, а я не настоящая. Я недостаточно худая, я могла похудеть больше, я недостаточно долго была худая, я недостаточно сильно болела, чтобы люди сказали, вот у нее действительно анорексия. Я слишком рано начала восстанавливаться, если бы я болела год, 2, 3, 5, вот тогда я была бы анорексиком. А так я, ну вот, тоже как бы притворяюсь. Вот если кто-то притворяется психологом, кто-то притворяется программистом, а она притворяется анорексиком. Она как бы вот, ну как бы вот, ее приводят к психологу, психолог говорит, у вас анорексия. Она говорит, а вы уверены? Ну вот у меня же не было, ну да, у меня был вес 39, и аменорея, но у меня же не было веса 32. А есть девочки, у которых вес был 28. И 26, и это долго. Ну да, у меня было 2 госпитализации, а есть же девочки, у которых по 5 госпитализаций. Вот они анорексики. Ну а я-то как бы нет, может мне и лечить-то не надо. Кстати, людей с компульсивным перееданием, а я часто говорю, что анорексики и люди с компульсивным перееданием, они как зеркало друг друга, как зеркальные близнецы. Они все время говорят, так может у меня нет никакого компульсивного переедания? Может я просто поесть люблю? Может, нет у меня никакого РПП? Может, я просто какая-то вот ленивая, какая-то обжора? Никакого, вот вы говорите, вот вы специалист, вот вы говорите, у тебя расстройство пищевого поведения, вот там критерии. Да может, ну какое-то, вот у анорексиков у них да. Или вот эти, которые блюют, ну да. А я-то что? Что я тут голову морочу, сижу специалисту высокооплачиваемому? Ну какое у меня РПП? Ну разве же это РПП? Вот, то есть это такой, как бы, не то чтобы, ну вот синдром самозванца, опять же, когда я говорю синдром самозванца, все время хочется тут сделать отсылку вот куда-то к работе, вот к этому, да, к квалификации, как, собственно, синдром самозванца и был описан. Но меня сейчас даже больше интересует вот это ощущение «я не настоящая». Я не по-настоящему, не в полную силу, не так, как надо. Откуда это берется у людей с РПП? Если вы будете читать про синдром самозванца, там будет много причин, и тревожность, и травмы, и всегда все это дело, как правило, начинается с низкой самооценки. Низкая самооценка. То есть я думаю, исходно в любой ситуации, изначально моя базовая установка, что я недостаточно хороша. И это суть РПП. Я недостаточно хороша, там, правда, есть продолжение, чтобы меня любили, чтобы со мной хотели быть, чтобы меня уважали, чтобы со мной считались, чтобы я имела право существовать и так далее. Но я недостаточно хороша. Это та самая самооценка как бы. Но, что важно, у людей с РПП есть такая особенность у всех, как правило, которая очень напоминает особенность организации людей с пограничным расстройством или с пограничной организацией личностью, но по сути немножко другая. Люди с РПП чувствуют себя пустыми внутри. А у нас внутри должно в норме существовать такое ядерное, базовое или еще говорят коровое ощущение себя. Вот я внутри, я в центре, я себя чувствую, я вот такая, вот это мои границы, вот это границы моего тела, вот это границы моего личного пространства, а вот там вся остальная вселенная и люди на разном расстоянии от меня. Но я вот здесь, я вот в центре,
И я вот такой человек. Хороший, плохой, умный, не очень умный, хорошо знающий языки или способный к танцам. Но вот я какой-то такой человек. Считается, что у людей с пограничной организацией, особенно с пограничным расстройством, у них нет вот этого чувства внутреннего, как бы нет вот этого вот ядра какого-то, да, а есть только внешняя оболочка, на которую можно там налепить какие-то достижения, грамоты, дипломы, еще что-то, а внутри пустота. И эта пустота все время разваливается, рассыпается. Так вот, у людей с расстройствами пищевого поведения тоже есть ощущение пустоты. Но если у людей с пограничной организацией все время происходит вот это вот ощущение разваливания на куски как бы, то у людей с расстройствами пищевого поведения на самом деле внутри все очень-очень цельное. Люди с РПП – это очень цельные люди. И если вы посмотрите на них со стороны, вы четко увидите, что у них есть характер. Вы будете знать, какие они. Упрямые, жесткие, хитрые, веселые, грустные, задумчивые. Вы будете знать, какие они. Они сами этого не чувствуют. То есть у них не то, чтобы нет сформированной идентичности, они ее не чувствуют. Им кажется, что у них внутри пустота. На самом деле там все есть. Но вот когда вы не чувствуете, что у вас внутри, когда вы не чувствуете, какой вы человек, вы начинаете опираться на вот эти внешние оценки. Но в чем проблема? Базовая установка «я недостаточно хороша» существует. Когда вам извне говорят: «О, круто, ты молодец, ты достаточно хороша», это вступает в конфликт с вашей базовой установкой. Вы на самом деле не знаете, какой вы человек, потому что вы не чувствуете. Вам просто что-то говорят извне, и есть какая-то собственная идея, которая вступает в конфликт. И кому вы верите? Себе, конечно. И поэтому человек с РПП, любые подтверждения извне, которые приходят к нему, что с ним все в порядке, то есть если бы такой классический нарцисс цеплялся бы за эти подтверждения, держался бы за них и на них бы выстраивал свою идентичность, то человек с РПП все эти внешние доказательства того, что с ними все в порядке, отрицают, отвергают, отметают, потому что они вступают в противоречие с собственным внутренним ощущением, что я дефективная, что я недостаточно хороша, что я урод, что я плохая. И вот это вот ощущение того, какая я на самом деле, которое отсутствует, потому что вы его просто не чувствуете, вы строите всю свою самооценку на том, что вам сказали про вас в детстве. Ваши друзья, ваши родители, ваши коллеги, может быть, позже. И это всегда что-то негативное. В этом особенность людей с РПП. Они вообще не опираются на положительные оценки. Они верят только в то, что соответствует их внутреннему ощущению, что они дефектные. Все остальное просто отметается. И поэтому этот комплекс самозванца, который на самом деле это даже не самозванца, а вот это ощущение того, что бы ни происходило, что бы я ни делала, я все равно, как бы меня ни хвалили, это все равно ничего не стоит, потому что я-то знаю, что я, прям скажем, так себе человек, так, плохенький, такой плохенький, отвратный. Отвратительный, мерзкий, самый плохой, самый ужасный, вообще чудовище. Вообще, то есть, если только люди приблизятся, они это увидят и убегут в ужасе. Вот так. Вот. То есть, что я говорила? То есть, никакие внешние подтверждения, именно потому, что есть вот такая установка, они как бы не могут ее победить. Не могут. И сколько бы у вас ни было дипломов, и сколько бы у вас ни было должностей, сколько бы подтверждений, сколько бы мальчиков в вас не влюблялось,
вы все равно будете чувствовать себя убогой, страшной, глупой, нелепой и вообще непонятно, что вы делаете на этом свете. Вот. Так вот, какое бы у вас ни было РПП, будь то анорексия, где вы понимаете, что есть некие, анорексики очень много говорят о каких-то социальных стандартах, о том, что вот общество ждет от людей, что они все будут худые, и вот какие-то такие, и у них будут какие-то у всех прекрасные волосы, и идеальная кожа, и учиться они все будут только на пятерки и так далее, ну или на десятки, смотря в какой вы стране. Так вот, или если вы булимик и считаете, что единственный способ выжить для вас – это быть просто, каким-то супергероем, сверхчеловеком, а иначе даже пытаться не стоит. Или у вас компульсивное переедание, когда вы считаете, что за что бы вы ни брались, что бы вы ни пытались сделать, у вас все равно ничего путного не выйдет. Какое бы у вас ни было РПП, у вас есть только два способа справиться с этим чувством и с этим отношением к себе. Говорю, какие. Первый. Вы должны узнать, какой вы человек на самом деле. Как я уже сказала, у вас точно есть это некое вот это вот «я», вот это вот не представление, обычно говорят «я концепция», это представление о том, какая я. Представление есть, но оно искаженное, оно как в кривом зеркале, где все страшные. Поэтому не я концепция даже, а четкое понимание того, какой я человек, что у меня внутри, почувствовать свое вот это ядро, свою систему ценностей, свои качества, свои цели, свои страхи, свой опыт, свои знания. Это то, что, собственно, и складывается в я-концепцию. Ее нужно выстроить, эту я-концепцию. Это первое, что нужно сделать. И это такая прям вот серьезная работа по исследованию себя, по ответу себе на вопрос, какой я человек. И это должен быть какой-то объективный ответ. Поэтому лучше делать это с психологом. Вы, как всегда, посмотрите в свое кривое зеркало и увидите там все того же урода, которого видите каждый раз. А второе, что нужно сделать с этим, это четко понимать, что это такое и почему вы чувствуете себя так, как вы себя чувствуете. То есть иметь эту как бы внутреннюю критику к собственным мыслям и к собственным чувствам. Если я чувствую себя уродом, то я, скорее всего, так себя чувствую, потому что у меня есть РПП. Все люди с РПП чувствуют себя уродами. Это не я. Это часть вот этого расстройства, это симптом. Чувствовать себя так – это симптом. Думать так – это симптом. И если у меня анорексия, и я думаю о том, что я недостаточно болела и недостаточно похудела, это симптом, потому что 80% анорексиков, 90% анорексиков так думают. Это не я такая, это болезнь у меня такая, это расстройство у меня такое. И если у вас булимия, и вы очередной раз разочарованы в том, что вы не сверхчеловек, а просто человек, и это невыносимо осознавать, потому что есть опять же внутреннее ощущение, что если вы не сверхчеловек, то вы не выживете. Вы не выживете. И если у вас компульсивное переедание, и вы чувствуете, что вы никогда ничего не добьетесь, потому что вы на самом деле ни на что не способны, важно понимать, важно очень четко осознавать, что это часть вашего расстройства, которое ваше расстройство заставляет вас так думать и так себя чувствовать. И тогда вам станет немножко полегче. Когда появится вот эта критика, не в смысле критика, не в смысле внутренней критики, который говорит тебе: ты плохая, ты плохая, ты плохая. Нет.
Критика в том смысле, что вы чувствуете и думаете что-то, и сами задаете себе вопрос, а это действительно так? А это действительно так? Или это голоса РПП у меня в голове? Вот это, собственно, и может позволить вам справиться с довольно неприятным чувством РППшного самозванца. Вот, собственно, и все, что я хотела сказать про то, как проявляется синдром самозванца в РПП. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои социальные сети. Ссылки на них, как всегда, в описании к видео. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там есть группа поддержки. И не забывайте, что через социальные сети вы можете меня найти, если я вам нужна. Пока!